Приветствую вас на канале Техревизор. Рейтинг из десятки лучших жестких дисков под разные задачи. В нем найдутся варианты для обычного складирования всяких файлов и фото, для запуска игр с внешнего диска, для рабочих проектов и всего остального. Отобрал накопители и для удобства разделил их на две категории. Вышло 6 типа HDD и 4 диска типа SSD. Рассмотрим их по отдельности, чтобы не создавать кашу. Разберемся, для чего использовать эти накопители, с какой скоростью работают, сколько файлов вмещают, для каких дел подойдут и насколько вообще это все надежно. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров и рейтингов. Ну а теперь приступим. Начну рейтинг с внешних HDD дисков. Открывает этот раздел Seagate Expansion Portable. Это один из самых простых и доступных внешних жестких дисков, который подойдет, если нужно обычное переносное хранилище. Диск компактный, легкий, не требует заморочек с установкой программ. Подключайте по кабелю USB, который идет в комплекте, и сразу можно копировать файлы без дополнительной настройки. Скорость передачи данных стандартная для жестких дисков. При подключении по USB 3.0 скорость чтения и записи составляет в среднем 40 МБ в секунду. Для небольших файлов этого достаточно. Документы, фото и даже видео в формате Full HD копируются довольно быстро в зависимости от своего веса. Но если вы копируете что-то действительно объемное, например, папку с видео в формате 4К или большим количеством мелких файлов, скорость может заметно снизиться вплоть до 10 МБ в секунду. По внешнему плану диск довольно прочный, хоть и в обычном пластиковом корпусе. Но, как и все HDD, боится ударов, всяких вибраций и тряски. Если случайно уронить его на пол или зацепить об угол стены, есть риск повреждения внутренних компонентов. Для надежности лучше не таскать его без чехла, ну или просто не ронять. По сути, получается главные преимущества – простота и цена. Если вам не нужны сверхскорости и огромные объемы, а просто нужно место для фото, документов и фильмов, Seagate Expansion Portable на 500 ГБ вполне рабочий вариант. Но если важна скорость или требуется больше места, то лучше доплатить за модель с большим объемом и большей скоростью. Следующий в рейтинге Transcend StoreJet 25H3. Это внешний жесткий диск, который сделали с прицелом на надежность и неосторожность. В отличие от большинства классических HDD, этот получил ударопрочный корпус с прорезиненными вставками. Производитель даже заявляет соответствие военному стандарту защиты от ударов. Конечно, бросать его с 3-го этажа я бы не советовал, но случайные падения и тряску в рюкзаке он переживет лучше большинства подобных накопителей. Что касается скорости, здесь все довольно скромно. Средние показатели чтения и записи – около 40 МБ в секунду. Для резервного копирования документов, хранения фотоархивов или фильмов этой скорости хватит. Но если нужно часто передавать большие объемы данных, придется запастись терпением и временем. При работе с мелкими файлами скорость тоже ощутимо проседает. Из плюсов – удобные габариты и относительно небольшой вес в 191 грамм, как для диска с хотя бы немного усиленным корпусом и объемом в 1 терабайт. В кармане брюк носить, конечно, не будешь, но в рюкзаке он не займет много места. Из фишек – кнопка быстрого резервного копирования. Полезная штука, если постоянно работать с важными файлами. Работает это так. Сначала пользователь устанавливает фирменное ПО Transcend Elite, затем настраивает параметры резервного копирования, какие папки или файлы должны сохраняться и куда. После этого при каждом нажатии кнопки диск автоматически делает бэкап выбранных данных. Например, фотографы, видеомонтажеры или офисные сотрудники могут просто нажать кнопку, и последние изменения в их проектах сразу копируются на диск. 4-е место занимает Toshiba Canvio Basics. Для тех, кому нужно много места за небольшие деньги. Диск простой, без излишеств. Нет аппаратного шифрования, кнопок резервного копирования или защиты от ударов. Но зато он компактный, легкий и надежный в повседневном использовании для фильмов, фото и резервных копий. По скорости работы он уже гораздо интереснее прошлых двух участников. Подключается все по тому же USB 3.0, но здесь он дает в районе 120-140 МБ в секунду при чтении и записи во всех тестах типа Crystal Disk Info, AS SSD и Atto Disk Benchmark.
Конечно, такая скорость не постоянная. Если копировать много мелких файлов, скорость упадет. Стандартная история для HDD. Для редактирования видео или работы с тяжелыми проектами диск тоже не подойдет. Но вот как архив для данных и работы с ними вполне. В отличие от прошлого Transcend, у которого есть прорезиненный корпус и защита от ударов, Canvio Basics — это просто пластиковый корпус без амортизации. Если ронять, велик шанс, что диск долго не проживет. Если планируете часто носить с собой, лучше задуматься о дополнительном чехле или просто быть поаккуратнее. Если вам нужен надежный и недорогой HDD для хранения данных, Canvio Basics — нормальный выбор. Он в несколько раз быстрее Transcend StoreJet 25H3, легче и дешевле, но при этом уступает в ударостойкости. Так что если диск будет лежать на столе, проблем никаких. На третьем месте Adata HD330. Вот еще один хороший внешний диск с защищенным корпусом. Он полностью покрыт плотной резиновой оболочкой, которая смягчает удары. Конечно, если уронить его в работающем состоянии, шанс повредить внутренности все равно остается. Механика есть механика. Но если диск лежал в рюкзаке и случайно упал, то защита с высокой вероятностью спасет данные. В сравнении с прошлым Toshiba Canvio Basics у Adata HD330 нет ощутимого прироста в скорости, но есть заметный плюс в прочности. В этом плане он ближе к Transcend StoreJet 25H3, который тоже имеет защиту, но при этом оснащен кнопкой резервного копирования. У HD330 такой кнопки нет, так что если вам важен быстрый бэкап в одно нажатие, Transcend будет удобнее. В плане какой-то дополнительной защиты Adata может похвастать только программным обеспечением, которое позволяет шифровать данные и защищать их паролем. По скорости работы диск показывает от 100 до 150 МБ в секунду на чтение и запись. Это примерно тот же уровень, что и у прошлого Toshiba Canvio Basics, но без ощутимых провалов в скорости при долгой работе. Однако если копировать сотни мелких файлов, скорость ожидаемо падает. Это слабое место всех жестких дисков. Получается, что этот диск хорош для тех, кому нужна почти максимальная скорость работы, как для HDD на USB 3.0, и при этом защищенный корпус. На второе место я поставил Seagate OneTouch объемом 5 терабайт. Получается целый чемодан для тех, кто точно понимает, зачем ему столько места и что он будет с этим добром делать. Но вы можете выбрать модель на 1 или даже на 14 терабайт. Диск достаточно легкий, чтобы брать его с собой, но при этом вмещает огромное количество данных. Несмотря на 5 терабайт памяти, диск совсем не громоздкий, 115 на 80 на 21 мм и весит 268 грамм. Все-таки никакой защиты и резины нет, так что получается по габаритам он чуть больше обычного смартфона, поэтому в кармане можно носить всю эту библиотеку объемом в 5 терабайт. Корпус металлический, выполнен в минималистичном стиле с текстурированной поверхностью, которая защищает от царапин и следов пальцев. Подключается через USB 3.0, а скорость чтения и записи держится в районе 150 МБ в секунду. Это один из лучших показателей среди HDD, особенно для работы с файлами большого размера. Если планируете регулярно перемещать фотоархив или бэкапы, OneTouch справится уверенно, тормозить не будет. Все на уровне, например, для тех, кто снимает контент. По итогу Seagate OneTouch — это емкий, быстрый и компактный внешний жесткий диск. Он отлично подойдет для хранения больших файлов и резервного копирования. Главное не ронять его, потому что защиты от ударов здесь нет. На первое место поставил Western Digital Elements Portable. Простой и надежный. Для тех, кто не хочет переплачивать за всякие навороты, а ищет просто рабочий инструмент для хранения данных, еще и по хорошей цене. Подойдет для большинства пользователей и задач. Внешний вид не бросается в глаза. Корпус выполнен из прочного черного пластика, который хорошо защищает диск от мелких царапин и следов пальцев. Все скромно, но достаточно практично. Размеры у него небольшие, 110 на 82 мм, так что можно носить в кармане или в сумке. Например, версия на 500 гигабайт весит всего 130 грамм, примерно как бюджетный смартфон, поэтому для частых поездок никакого дискомфорта. Подключается диск через USB 3.0. Тут он дает нормальную скорость чтения и записи до 140 МБ в секунду. Для хранения фотоархивов, документов и видео этого вполне достаточно. Для хранения больших видеофайлов или работы с резервными копиями такой скорости тоже хватит. Точно так же, если говорить о работе с объемными файлами и постоянной перезаписью данных.
Само собой, с SSD это все не сравнится, но об этом мы поговорим дальше. А пока Western Digital Elements Portable завершает подборку HDD как простой диск с хорошей скоростью, компактным корпусом и запасом места под нужные файлы. Дальше рассмотрим внешние SSD-диски. Четвертое место этого раздела занимает Samsung T5 Portable SSD. По сути, это флешка на стероидах. Его размеры 74 на 57 на 10 мм, а вес всего 51 грамм. Корпус алюминиевый, матовый, приятный на ощупь и не собирает отпечатки пальцев. Его можно закинуть в карман или рюкзак, место займет минимум. Из плюсов – прочность. Производитель заявляет, что диск выдерживает падение до 2 метров. Проверять мы это, конечно же, не будем. Но в первую очередь SSD — это про скорость. Диск подключается по USB 3.1 с повышенной пропускной способностью. Скорость чтения и записи тут до 540 и 520 МБ в секунду соответственно. Бывает, просаживается и до 300 МБ в секунду. В целом это не какие-то космические скорости, как для SSD, но по сравнению с HDD совсем другой уровень. В любом случае, если подключить диск к подходящему USB-C, файлы весом в несколько гигабайт переносятся за секунды. Фильмы, фотографии, бэкапы – все копируется быстро и без затыков. Главное не подключаться через старый USB 2.0, иначе Samsung Portable превратится в обычный медленный диск. С этим моментом действительно нужно быть внимательным, так как некоторые пользователи, не проверяя, втыкают SSD и потом пишут плохие отзывы. Поэтому, если вам нужно что-то не сильно емкое, быстрое и компактное, можно взять такой Samsung. Например, если часто работаете с небольшими файлами, перекидывая их туда-сюда. Третье место занимает Nitag Z9. Мне понравился тем, как работает с играми. Можно закинуть сюда библиотеку Steam или файлы с консоли и играть прямо с диска. Игры загружаются значительно быстрее, чем с обычного HDD. Это полезно для владельцев ноутбуков с маленьким накопителем или консолей, где не хватает места под все тайтлы. Хотя Nitag Z9 точно так же подойдет и для хранения данных, и для работы с большими файлами. Например, если взять диск объемом 500 гигабайт, что не так много, если вы любите играть не в какой-то определенный набор своих игр, а во все подряд. Сюда поместится игр 8, а дальше диск забьется и будет работать медленнее. Поэтому, если вас интересует половина библиотеки Steam, можете рассмотреть версию на 2 терабайта. Подключается по USB 3.1. Скорость чтения и записи примерно 350-400 МБ в секунду. Конечно, это не рекордные показатели для SSD, но для внешнего диска под игры, фильмы и мелкие рабочие задачи этого хватает, чтобы не сидеть по полчаса перед экраном загрузки. По габаритам Nitag тоже небольшой. Его удобно подключить к ноутбуку, ПК или консоли, и места он много не займет, примерно чуть больше стандартной флешки. Корпус алюминиевый, прочный, выдерживает встряски и небольшие падения. Дизайн строгий, без лишних деталей, легко помещается в карман или рюкзак. Это плюс, если часто берете диск с собой. По итогу Nitag Z9 — это быстрый, компактный и удобный SSD, который подойдет и для работы, и для игр. Он не такой быстрый, как флагманские модели, но для своей цены самое то. А это, между прочим, один из самых дешевых дисков подборки в целом по всем участникам рейтинга. Второе место занимает Samsung T7 Shield. Вот это уже дорогая флагманская модель объемом от 1 до 4 терабайт. Я бы порекомендовал ее для фотографов, видеографов и людей подобных профессий, где идет постоянная работа с перекидыванием файлов. Ну и для геймеров со стажем, у которых крутые ПК, дорогущая периферия и все такое. Samsung T7 подключается через USB 3.1. Скорости выдает очень приличные, до 1000 МБ в секунду на чтение и запись. Для сравнения, это в 2-3 раза быстрее, чем у классических SATA SSD, и в 10-15 раз быстрее, чем у жестких дисков типа HDD. Копирование больших файлов проходит мгновенно, можно без задержек монтировать видео или запускать игры прямо с диска. Еще этот диск про защищенность. Здесь Samsung сделали акцент на надежность. Размеры получились небольшие, как для внешнего SSD, и вес в 98 грамм особо не напрягает. Покрытие прорезиненное, приятное на ощупь и не скользит в руках. Корпус выдерживает удары, падение с 3 метров и не боится пыли и воды благодаря сертификации IP65, поэтому подойдет не для самых сладких офисных условий. Смело берем в поездки, на съемки в экстремальных условиях и для долгих игровых сессий. Лидером рейтинга стал Kingston XS1000.
Более-менее универсальный диск, который подойдет большинству пользователей для большинства задач. Но и стоит он при этом не так много, как прошлый Samsung. Это миниатюрный SSD на 1 терабайт, который выглядит как обычная флешка, но работает в разы быстрее. Если сравнивать с более мощными моделями вроде Samsung T7 Shield, он, конечно, попроще. Нет ни влагозащиты, ни прорезиненного корпуса, но зато габариты у него самые компактные. Это один из самых легких и маленьких SSD на рынке. Весит всего 29 грамм и помещается буквально в ладони. Корпус у диска выполнен из пластика, покрытие матовое, так что следов пальцев не остается. Дизайн минималистичный, ничего лишнего, кроме логотипа Kingston. Опять же, здесь нет защиты от падений и влаги, поэтому нужно быть аккуратнее, особенно если планируете брать диск куда-нибудь в поездке для работы в неофисных условиях. Подключается XS1000 через USB 3.1. Скорости при этом такие же, как и у прошлого флагмана от Samsung, примерно до 1000 МБ в секунду. Такой разгон Kingston позволяет комфортно запускать игры прямо с диска, редактировать фото и видео без долгого ожидания загрузки и быстро перекидывать большие файлы. Например, перенос архива в 50 ГБ займет всего 1 минуту, в то время как обычный HDD справился бы с этим за 10-15 минут. Так что в итоге, если вы ищете внешний SSD, но не хотите разбираться в деталях, можно просто взять вот этот Kingston. Он и по объему подойдет для большинства задач, и по скорости вообще не расстраивает. И по компактности попробуйте найти аналог. Только корпус не защищенный. Вот этот нюанс учитывайте, и все. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.